Всем здравствуйте, мои хорошие! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Я вас благодарю за ваши комментарии, за подписки, за лайки, мне очень приятно. А также я вас благодарю за ваши донаты. Ирине спасибо. Буду использовать на новые колоды, чтобы снимать более интересные видео, потому что с каждой колодой все равно разговор идет как-то по-своему, да. И сегодня я предлагаю посмотреть такую тему, как ваша судьба. Не знаю, как пойдет расклад, для меня он будет новым в чтении, так скажем, для большого количества людей, потому что судьба у всех может быть разная. Я верю в то, что судьбу можно менять, да, и прежде всего нету какой-то фатальности. Дело в том, что мы свою судьбу строим сами, и она зависит от каких-то решений. Да, есть какие-то так называемые реперные точки, которые, в принципе, там, вы как бы должны выполнить, да. То есть вы там должны стать известным, например, да, или должны помогать другим людям. Но мы здесь, в принципе, все друг другу помогаем, поэтому это такое довольно обобщенное описание. Но, в принципе, так называемое предназначение, да, от него никуда не денешься. И в той или иной степени нас судьба будет на него выводить. Вопрос лишь в том, захотим ли мы выводиться, да, то есть вариант, что если будет очень страшно, если будут приняты другие решения, то, соответственно, мы пойдем по другой ветке нашей судьбы. И поэтому давайте посмотрим, возможно, покажут, к чему нужно стремиться, или где вы свернули, возможно, не туда. Но начнем вопрос с вашей судьбы. Заглянем в вашу книгу судьбы, посмотрим, что же в ней написано, и даже, возможно, какие-то посмотрим подсказки, чтобы что-то изменить. Сделаем небольшую сигнификацию, так как вариант будет один. И если вам она подходит, тогда смотрите дальше. Если не подходит, то тогда поищите что-то другое. Либо посмотрите другие какие-то видео на канале. Но если вам тема интересна, пишите в комментариях, будем повторять. Потому что, опять-таки, так как судьба, она меняется, соответственно, и расклады будут показывать ваше продвижение в этой теме. Так, давайте посмотрим, кто уже пришел сегодня у нас на расклад. Король мечей. Интересно, действительно мужчин будет больше смотреть? Ну, смотрите. Здесь и для мужчин, и для женщин будет одинаковое описание. То есть здесь преобладает разум, да, аналитика очень сильная, очень сильный ментал, да, то есть все от головы, очень большой контроль, что хорошо, что плохо, вы это прям знаете, у вас есть определенное определение для себя, какие-то установки, и, как говорится, ни шаг вправо, ни шаг влево, иначе снег в башка попадет. Хотела другое сказать, но подумала, что, наверное, не стоит. Очень, ну, здесь это не только в плохом смысле, это еще и очень вы умный человек, да, или умная, и вы все расцениваете с позиции ума, да, то есть, возможно, здесь немножко подзакрыто сердце, либо вы его не слышите, но как последнее решение за умом, скажем вот так. Еще что о вас скажут? Принимаете очень взвешенные решения, то есть прежде чем... Это вот, как говорится, 7 раз отмерь, да, 1 раз отрежь. Вы
Да, здесь шестерка. Хотела сказать даже семерка пентаклей, но это шестерка. Ну, почти семерка. То есть вы прям вот, у вас спонтанных решений не бывает. Это очень редко. Вы все время, если выбираете какую-то технику, да, вы пойдете, изучите всю линейку, весь ряд разной ценовой категории, либо разных, как их называют, брендов, да, и выберите для себя самое лучшее, самое подходящее именно для вас. Путем сравнения, какой-то аналитики, где что лучше. Это не обязательно там продешевле, но это тоже может быть, где выгоднее, доставка и вот все в этом роде. Да, очень вы продуманы в деньгах. Не то чтобы, как сказать, если прям совсем очень просто обобщать, то вы ничего не делаете без выгоды своей, но это не в плане того, что используете людей, да, но, как бы так сказать, это в хорошем смысле, то есть с пользой для себя, да, то есть вы все делаете с пользой для себя. Если вы что-то изучаете, то вы понимаете, как вы это потом примените, хотя бы для себя, да, не обязательно, что если вы там обучались психологии, да, либо читали психологию, не обязательно, что вы там пойдете на психолога и будете консультировать, но как минимум для себя вы это примените, да, разберетесь там в себе или еще что-то. Если пошли учиться вязанию или по урокам, неважно, или кто-то вас научил, то опять-таки вы это будете использовать для себя. То есть у вас очень развита практичность, и все, что вы изучаете, вы применяете. Кто-то только для себя, кто-то даже пытается это монетизировать, либо делать тоже для других, ну, там, для родных, для близких, для друзей. Соответственно, вот по 3 картам уже прям вырисовывается ваша личность. И, конечно, надо отметить то, что здесь и король мечей, и король пентаклей. В том плане, что если вы женщина, то, конечно, у вас немножко преобладает мужских энергий, могут называть, как это называется, мужик в юбке, вот, забыла слово, может такое проскальзывать, но здесь совершенно у вас ум, он работает как вот больше как мужской, да, то есть такой бизнесовый, аналитический, но это неплохо, вы вполне можете выглядеть очень женственно и очень привлекательно, да, но именно вот ваш ум, он больше заточен на мужские энергии. Что еще? Ну, трудоголизм здесь никто не отменял. И вам еще здесь важно все время быть первым. Возможно, здесь какое-то соревнование и либо конкуренция. Да, для мужчин это, в принципе, обычное дело. Ну, женщины здесь тоже любят конкурировать, любят быть первыми. Но если это в работе, то, в принципе, это хорошо. Но иногда все-таки это переносится и на отношения, в том числе еще и туз пентаклей. Кстати, посмотрите, здесь и король пентаклей, и туз пентаклей, король мечей, туз мечей. Вы всегда во всем пытаетесь быть лучшим, либо лучшей, искать для себя лучшие шансы, что-то менять в лучшую сторону, куда-то развиваться, саморазвиваться либо в сфере карьеры, бизнеса, работы. То есть вы вот как на картошку куда они там еще ездили, туда-то я, везде я туда хочу, и здесь я хочу, и там я хочу. У вас даже может, в принципе, быть очень много разных источников доходов, и вы можете освоили много разных сфер, да, либо много разных профессий, либо успели поработать и там, и сям. И это может быть довольно разноплановые темы, но это все вам
пригождалось. И везде вы были лучшим или лучшей, либо старались это делать. Ну, у вас здесь такой лидерский характер, что вам либо первое место, либо никак. И нужно сказать, что вы этого всегда добивались, у вас это получалось. То есть все, за что вы брались, вы были лучшим, либо лучшей. Вы все свои преграды всегда превращали в возможности. Все свои страхи вы превращали в возможности. Я даже бы сказала, что здесь человек, он очень хорошо стремится работать над собой, над своими ограничениями, блоками, страхами. То есть проработки для вас непростое слово. И если вы думаете о том, что вы где-то что-то не можете, вы всегда ищете, где блок, прорабатываете, идете дальше. Ну, здесь вот такая, да, еще справедливость у нас внизу. Сигнификация. Если вы себя узнали, то это ваш расклад. Если не узнали, тогда пишите в комментариях. Мы сделаем попозже на несколько вариантов, чтобы вы себя везде узнали. Итак, давайте посмотрим. Что же в книге вашей судьбы? Приоткроем тайную завесу. Что же вас предназначено в этой судьбе? Очень мне нравится эта колода. Красиво сделана. Так, и что? Сейчас я вам все переведу. Тут очень интересно. Мне все. И что? И что? А дальше что? А он что? Ага, вот так вот. Вот так. Смотрите. В принципе, сигнификация тоже здесь нам поможет. Смотрите, в вашей жизни вы всегда очень много чем интересовались, но это и понятно. Могли в детстве заниматься много чем и ходить в школу, и в спортивную школу, или и в музыкальную, или какие-то кружки все время. То есть вы никогда на месте не сидели, вы всегда что-то делали, вам это всегда было что-то интересно. Но в один прекрасный момент, и вам это было по судьбе, вы впали в какую-то зависимость, и это про отношения, то есть вы встретили человека, ну, скажем, такого кармического, да, на которого вы немного залипли, скажем так, вы пытались держаться за этого человека очень сильно, даже если вы понимали головой, что так не надо, но у вас, как говорится, не получалось, да, ничего с этим сделать, и это приносило вам очень много боли, страданий, вы чувствовали, как будто вы как-то ограничены, то есть вы бы и хотели бы уйти, например, расстаться, там, развестись или уехать, и вы головой это тоже понимали, что это нужно сделать, но у вас просто не получалось. То есть вас все время к этому человеку тянуло. Это, как говорится, и вместе плохо, и порознь плохо, вот так, да, то есть не так, нехорошо. И, естественно, вас это привело в ограничение, что вы могли не видеть других людей, не хотели уже даже других людей видеть, ни с кем не хотели коммуницировать, очень сильно могли закрыться. И
Здесь также могла пострадать очень хорошо самооценка, но оно и понятно, вас и не жаловали в этих отношениях, да. Чем больше человек, ну, неосознанный, когда человек, да, чем больше он видит, что другой человек зависим от него или от нее, тем, ну, как бы начинает себя не всегда хорошо вести, скажем так. Позволяет себе много лишнего. Ну, природа такая у людей. И не у всех, конечно, да, но вот это вам нужно было, да, я хочу просто, чтобы вы услышали это. Тут дальше вот интересная история возрождения Феникса, скажем так. Жалко, что нет карты Феникса, но он прямо здесь хорошо бы подошел. Так, на чем Ага. То есть очень была сильная зависимость, вы вошли в ограничения, так как понизилась очень сильно самооценка, хотя раньше она у вас была очень хорошая. Вы так скажем, фигура там, фигура здесь, то есть вы везде успевали, все вам было интересно, то есть довольно были активны. Ну, если учесть, что вы привыкли быть везде первыми, то оно и не удивительно. То есть и энергии у вас было хорошо, так скажем. И когда вы были в этих отношениях, вы были, знаете, как привязаны, завязаны и не могли вырваться. Естественно, вам это разбило сердце, естественно, вы разочаровались и в любви, и в себе в том числе. Увидели, что с вами, точнее увидели, не увидели, а почувствовали, будто бы с вами что-то не так. И вы стали отказываться от чувств, да, помним, что очень сильный ментал, да, был, в принципе, даже для мужчин, когда только ум, это тоже не очень, так скажем, здоровая история, ну, не очень хорошая. То есть чувства есть у всех, у мужчин, у женщин, да, у кого-то они более проявлены, но факт в том, что они есть у всех. И вы закрылись, естественно, от этого всего. И от чувств в том числе. Кто-то здесь даже мог на какое-то время, ну, скажем так, даже года на 3 вообще отказаться от отношений. 3-4 года. Могла быть апатия, депрессия, такое состояние «ничего не хочу», вы растеряли все свои достижения, возможно. Кто-то мог, ну, не хочу говорить слово «скатиться», да, ну, то есть ваши достижения, они немножко поникли, давайте вот так это назовем, и вы стали бороться со всем миром, бороться, доказывать, что возможно, что вы классный, что вы классная, но это все было через борьбу. Вот он, рыцарь мечей, и вы стали очень яростно защищать себя, свои границы. Кто-то мог стать раздражительным, кто-то даже очень гнева много. Вы могли это не обязательно на других людей, да, выплескивать, вы могли и на себя это выплескивать, что как я могла вот в это вляпаться, как я могла или мог вот это позволить, чтобы со мной тогда обращались, чтобы меня так, ну, принизили, унизили, и там очень много таких. Было очень больно, так если легко это описать, да. И когда у нас трансформация началась, в один прекрасный момент вы поняли, что с вас хватит, что вам надоело бороться со всем миром, вам надоело, знаете, как это, как борьба с ветряными мельницами, то есть энергии уходит много, а результата вообще никакого. И, соответственно, вам это надоело в один прекрасный момент, вы поняли, что нужно что-то менять в этой жизни, а конкретно себя, да, то есть мы мир через себя конкретно меняем. Как я уже сказала, здесь могло быть осознанное. Здесь, конечно, не выпадает отшельник, но прям вот я чувствую энергию отшельника. Вы могли закрыться ото всех
от семьи, от друзей. Это не значит о том, что вы там уехали в Гималаи и вообще никого не смотрели. Конечно, у кого-то могли быть такие моменты, на какие-то ретриты, да, ездить, где вы сидите в одиночестве, медитируете, там над собой работаете. Но здесь, скажем так, вы свели контакты с внешним миром на минимум. То есть друзья, семья, то есть вот определенный какой-то круг, который до вас, так скажем, мог добраться, да, кого вы пускали в этот момент. И в этот период вы очень кропотливо работали над собой, над своими убеждениями, над своими установками, сценариями. Возможно, даже кто-то работал с кармой. И тут однозначно какие-то практики, медитации, аффирмации, к психологу могли просто ходить, да, если вы не через какую-то эзотерическую тему это прорабатывали, вы могли к коучу ходить, к психологу, на тренинги личностного роста. То есть кто-то и через расклады это мог делать в любом случае. И вы из рыцаря мечей, вот такого воинственного, да, я иногда буду проверять, что все записывается. Вот из такого воинственного рыцаря мечей вы превратились в рыцаря жезлов. О чем это говорит? О том, что у вас снова появилась жажда жизни, да, снова радость появилась в жизни, то есть вы стали чувствовать себя живым, живой, да, начали появляться какие-то опять желания, то есть вы как вот заново родились, еще нет, но уже начали перерождаться, да, вот после вот этой трансформации начали перерождаться. И что еще здесь? Вы уже вышли в королеву мечей, да, это уже не король мечей, то есть все-таки какая-то критичность осталась, но, видите, она здесь уже руку к миру протягивает, да, то есть уже есть какое-то взаимодействие с миром, еще есть некоторое недоверие, да, что вот могут опять причинить что-то нехорошее, но вы уже стали через какое-то время выходить в мир. Кого-то, кстати, 7 месяцев могли над собой работать, или 7 недель, смотря как бы насколько вам всего нужно было проработать. Сроки, в принципе, не суть. И да, было какое-то недоверие, может, кто-то сейчас вот в этом периоде как раз смотрите расклады, да, куда, чего и что. Кто-то, возможно, вот только подходит к трансформации, вот эта часть, да, про вас. Но суть в том, что тогда это вот ваше будущее. Кто-то может уже здесь. Сами посмотрите, много людей смотрят. И хоть и было какое-то недоверие, да, но вы уже, ваши семена, которые вы посадили, они взросли, начали давать плоды, начали меняться сценарии, начали работать новые убеждения, стала подниматься самооценка. То есть вы в своих глазах, смотрите, опять рыцарь, да, везде рыцарь, там был король, там 2 короля. Здесь уже вот рыцари, практически все стихии, да, у нас воздух, огонь, земля. Вы начали потихоньку все сферы жизни поднакачивать, менять к лучшему и стали выходить в люди. Теперь давайте, это у нас было к трансформации. И что у нас дальше? Что у нас про солнце? То есть у вас поднакопилась энергия в этот период, да, вот вы убрали все свои, не все, очень много на самом деле убрали, у вас освободилась энергия, то есть из апатии вы вышли в такого довольно-таки деятельного человека. И вам уже есть что предложить этому миру. Вы хотите с ним взаимодействовать, вы хотите выходить с ним на контакт. Вот как здесь, да, вот он я. Мне есть что вам предложить. Вот он.
и я хочу светить солнышком, да, я поднабралась энергии, и теперь я готов или готова взаимодействовать с новыми другими людьми. Вообще. И маг. Солнце и маг вообще шикарно. То есть я готов, и я готова действовать в этом мире. Маг еще у нас, да, в нем сочетаются все стихии, да, вот как у нас рыцари были. И мечи, и жезлы, и пентакли. Не хватает только, кто у нас тут? Кубки. Ну, кубки вот здесь довольно сильное было разочарование по чувствам. Я так понимаю, что вы оставили это на самое вкусное, наконец. Но во всяком случае, вы солнце и маг, это прям вот хочу, могу и делаю. И проявляю. И императрица, отлично. Хочу. Вот так вот тогда. Хочу, могу и вот. Хочу, могу и делаю, только наоборот. Хочу, могу и делаю. Хочу, могу, делаю. Запуталась уже. Смысл, в общем, понятен. И здесь конкретно вот эти 3 карты, это прям вот сборный феникс. Вы конкретно переродились, либо если вы еще вот пока вот здесь, то вас это ждет перерождение, особенно, ну, если вы действительно работали над собой. Очень большой путь прошли. Так, и что же дальше? Паж пентаклей. Повешенный про что? Смотрите, если у вас были какие-то возможности, которые вы не могли взять по каким-то причинам, то это будет меняться. Сейчас будете видеть больше возможностей, ну, либо в будущем, да, смотря на какой вы ступени. Я буду говорить про сейчас, вы уже на себя применяйте, у кого что. И тут, возможно, нужно, чтобы увидеть больше возможностей, нужно немножко еще поднять свою самооценку. Это король жезлов. Вот и рыцарь кубков, да. Но видите, он у нас чувство самое последнее. После того, как вы поймете, что вы хотите, что вы можете и что вы готовы делать, немножко подращиваем свою самооценку еще, и какой-то застой, он превращается, ну, скажем так, растворяется, и перед вами открывается намного больше возможностей, и вам это дает еще большую энергию и желание действовать. И после того, как вы берете все эти возможности, ну, те, которые вы хотите, те, которые вам нужны, у вас наконец-то пробуждаются чувства. Вы понимаете, что вы начинаете уже что-то чувствовать. Давайте немножко побольше покопаем. У меня есть проработка стихия воды. Если не делали, вот прям сделайте. Она как раз про чувства, про впускание нового, особенно если вот вы вот здесь. Двойка мечей. Ваша закрытость чувств, вот именно после того, когда вы, вот здесь так как бы, знаете, когда человек, у него огонь горит в глазах, да, он что-то делает, ему прям нравится, и именно вот это, обратите внимание, когда вы делаете то, что вам нравится, то, что вас зажигает, именно это начнет пробуждать ваши чувства. И вы потихонечку прям, помаленечку, так скажем, начнете проявлять это в мир осторожно, так вот, знаете, как крадущийся тигр такой. Вот лапку поставили, хорошо, окей, вторую ставим, и вот так по чуть-чуть вы будете показывать свои чувства миру, вашим близким, возможно, друзьям или даже другим людям. И вы будете видеть, как
ваши, так скажем, как ваша стена, она по чуть-чуть рушится, и вам может быть немножко даже некомфортно в этом состоянии, вы будете на нее смотреть, и, знаете, как один кирпичик убрали вашей обороны, да, и смотрите, ну, не ударили там, да, ничего не сделали плохого, ага, второй убираем. Вот так по чуть-чуть будете открываться. Угу. Для вас это прям, знаете, будет каким-то целым новым миром. Вы даже можете раскрыть свою чувствительность, чувственность на такой уровень, которого даже раньше не было. Вот королева жезлов. Ну, отлично. Кто-то может способности свои раскрыть эзотерические, это для кого-то там точечно. Сейчас не совсем про это расклад. Да, и тут вот туз кубков. Отлично. То есть через огонь раскрываете воду по факту. Огонь в каком плане? Что через делание того, что приносит вам вот неудержимую страсть, да, вот я так люблю, обожаю рисовать, что я там готов или готова ночами сидеть, например, или я настолько люблю работать с таблицами, ну, представляете, есть такие люди, что я там готова их сводить ночами, днями, и чем больше я это делаю, тем больше мне это нравится, и это будет вас переполнять настолько, что чувства, они просто начнут прорываться. Да. Именно оно. И когда вы поймете, что ничего страшного в этом нет, когда вы свои эти чувства примете, у вас уже пойдет спокойствие. То есть вот эта вся штука, скажем так, вся история, которая была с зависимостью, на самом деле она вам очень сильно помогла проработать уровень принятия себя, своих чувств, да, вот эту, возможно, у вас было до этого такой сценарий борьбы с миром, чего-то доказать, да, кому-то что-то показать, что я лучше. А здесь, после вот этой всей трансформации, вы приходите к большей чувственности, к большему спокойствию и уверенности в себе. Здесь еще вот, да, императрица Маг и Солнце говорит еще о том, что кто-то может прийти к своему делу жизни. И не хочу не называть это предназначение, но здесь вы как бы доказывали другим, что вы классная, да, а здесь вы пришли именно к себе, к своему пути. Вам не нужно доказывать, вы это делаете, потому что вам это просто нравится, не чтобы показать, какой вы крутой или крутая. Вы много в чем круты, да, но не обязательно все это делать. Вы можете быть талантливым художником, талантливым руководителем и, например, талантливым папой или мамой. Но не обязательно это все сразу делать. Можно оставить именно то, что вам нравится. Возможно, вам не нравится быть руководителем, но нравится быть художником. Или наоборот, может быть и так, что вы не хотите рисовать или делать это вашим делом жизни, но вы, например, готовы руководить какой-то художественной школой. И вам это все вот вы находите свою стезю. И вот это как раз ситуация залипания, она вас сюда и привела к другому уровню. Иначе бы вы вот там так и сидели. Везде первое, доказывать, бороться. И когда бы вы подошли, к определенному моменту жизни, да, вы могли бы разочароваться, что вы никогда не делали того, чего вы действительно хотели в этой жизни. А вот здесь вы как раз-таки это и находите после вашей трансформации.
Да. И вы знаете, вы тут уже как по течению жизни идете, вас какие-то трудности, новые начинания уже не так пугают, что ли. Вы понимаете, что вы уже с этим справитесь. Вы поменяли борьбу на позитивное, эффективное взаимодействие с другими людьми. Вы перестали от них защищаться, но при этом за счет того, что ваша самооценка, внутренняя опора, она очень стабильная, вам и не нужно, ну как бы не нужно защищаться, да, то есть таких людей их видно сразу. Они заходят, и на них даже не хочется нападать, им не надо там как-то кого-то пугать собой, да, то есть вы перешли в спокойствие, вы о себе были, возможно, какого-то худшего мнения, чем вы сейчас. Это прям вот огромная работа, я вас поздравляю. Еще король кубков тут, девятка. Что у нас с королем мечей? Ага, здесь даже кто-то может из своего опыта, да, сделать это, ну, как, знаете, как наставником, да, быть для других людей, показывать им путь, какой-то опыт свой передавать, чтобы люди не совершали те же ошибки. Возможно, какой-то в кругу каком-то своем, у каждого по-разному будет, да, кто-то довольно может быть в довольно обширном кругу это делать. По императору даже можете сделать какой-то свой бизнес, в котором будут сотрудники, команда у вас какая-то может быть. Отлично. Вот он все-таки король кубков выпал наконец-то. Все короли, по-моему. Король кубков и сила. И вы научитесь управлять вашими эмоциями. И наконец-то доведете их, как бы сказать, там, ну, скажем так, доведете себя до уровня мастерства, когда вы своими эмоциями управляете настолько, что, скажем, такой избитой фразой, что вы знаете, как постоянно быть, не постоянно, а даже в большем времени быть в ресурсе, в потоке, как управлять через эмоции, управлять своей силой. Да. И что у нас? У вас появляется еще... О, отлично. Вот вы представляете, насколько здесь огромная работа была. То есть как только вы начинаете подсвечивать путь другим людям, делиться своим опытом, опять-таки это может быть круг подруг, например, или круг друзей, до того, что это может быть реально компания, какое-то свое дело, компания именно с сотрудниками, да, и вы входите в свою силу, то есть здесь эмоции вам будут тоже силу давать, после чего вы получаете шанс на еще более новое, то есть еще на большее развитие, на новую ступень. То есть вот она. Вообще шикарно. Ну, именно поэтому я говорила, что здесь может быть не один год вот этой трансформации. Если вы только начали работать с собой, девочки, мальчики, я вами очень горжусь, вы молодцы. У вас, конечно же, могут быть такие мысли, что ну сколько можно, я уже работаю над собой, сколько можно работать над собой, а ничего не меняется. Подождите, продолжайте. Точнее, не ждите, а продолжайте. Смотрите, какой у вас путь. Проанализируйте на
каком вы этапе, и вот что вас ждет, совершенно другая жизнь ждет. Вы даже, если вы даже здесь, вы вообще не представляете, что будет здесь. Здесь вообще будет совсем по-другому. Просто все по-другому. А если вы только вот здесь, и у вас все рухнуло, так скажем, да, вы прям совсем не представляете, что будет потом. Вы даже можете думать, что так не бывает. Бывает. Но при условии, конечно, что в этот путь вы тоже пройдете. Либо прошли. Потому что маг, он еще даже здесь. То есть после мага, смотрите, какой еще путь в свою силу. После эмоций сила раскрывается. Вам нужно эмоции свои раскрыть, если вы хотите прийти в силу и прям на качественно новый уровень выйти. Да, здесь прям все будет в балансе, в потоке. То есть здесь прям вы качественно можете, ну скажем так, попасть на волну удачи, быть постоянно в балансе. И у вас как бы все сферы жизни, они будут налажены. То есть здесь прям кайф от жизни. Но нужны эмоции. Работать с эмоциями, с чувствами, прорабатывать очень сильно это нужно. Вот она, королева кубков. Видите, пошли кубки пошли. И когда вы... Прям очень шикарный расклад. Я за вас очень сильно рада. Вот кому сигнификация подошла, это я вас просто поздравляю. Это, не знаю, я, наверное, больше рада, чем вы. Потому что я понимаю, что здесь. И здесь, знаете, такая даже штука какая. Вы поймете через какое-то время потом, оглянувшись назад на тех людей, которые причиняли вам боль, вы скажете им спасибо. Вот здесь прям до такого. Вы будете безмерно им благодарны за то, что они это делали. Потому что именно это привело вас вот сюда. Шикарно, прям шикарно. И это будет заслужено. Вы это заслужили. Это все благодаря вашим стараниям, все благодаря вашим действиям, вашим выборам, вашему упорству. Можно сказать, что с потом, кровью, своими вот бессонными ночами, слезами, не знаю, кто-то прям выстрадал. Но это очень прям вот здесь кто-то молодец настолько, что я не буду уставать это повторять, что вы здесь огромные молодцы. Вы прям над собой пропахали все, и мир. На этом мы заканчиваем. Здесь еще немножко десятка пентаклей подмигивает. Ну, это либо семья, либо роскошная жизнь, да, вот кто чего хотел, к чему стремился, вы это получите. Но это прям очень заслуженно. Вы прям умнички, я прям вообще, я вами горжусь. Вы пропахали прям вот не одно поле, причем собственноручно лопатой. И вы заслужили этот новый уровень, как никто другой. И все это будет по справедливости. И никто даже, вот кто вас знает, они даже не посмеют сказать о том, что вы чего-то не заслужили, что вы имеете. Наоборот, будут говорить, она столько настрадалась, или он столько вытерпел в своей жизни, столько всего вынесли, что вы заслужили. И вы меня прям порадовали сегодня своими результатами, либо будущими результатами.
Пишите ваши комментарии, насколько резонирует, на какой вы ступеньке. Если вы в начале, я обязательно вас поддержу добрым словом в комментариях. Спасибо вам еще раз за донаты, за ваши лайки, подписки. Мне очень приятно. Я понимаю, что я здесь не просто так этим занимаюсь, не просто так трачу время, что это кому-то в том числе помогает. И спасибо вам огромное за ваше внимание. До новых встреч. Пока-пока.